Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс, что скоро произойдет. Возможно, это неожиданные события будут, или тогда раскроем, с чем они могут быть связаны, или какой поворот судьбы может вас ожидать, и как разовьется потом, к чему это все приведет. Ну, как возможность просчитать то, с чем мы можем столкнуться. Вот давайте мы с вами рассмотрим. И у нас сегодня две колоды. Первый цыганский старинный пасьянс. И больше карты нам рассказывают именно о событиях. И вторая колода, поскольку я благодарна тем, кто участвовал в опросе, которое проводила во вкладке сообщества, какие видео вам интересны. И вот я очень много по части личной жизни получила, да, действительно подтверждений, что, ну, как-то однобоко я освещаю, и правда, у меня мало видео именно на саму по себе любовь и личную жизнь, но и так вскользь мы проходим, одну карту достаем на личную жизнь в наших традиционных раскладах. Поэтому вот у нас расклад как пасьянс идет, цыганский, старинный, и любовь и личная жизнь. Мы достанем 3 позиции для тех, кто в паре, для тех, кто один или одна, ну или те еще третья позиция, кто в сложных отношениях. Ну, давайте будем узнавать события ближайшего будущего или что скоро произойдет, с чем это будет связано. Конечно, останемся реалистами. Вот зачем вам эти цепи? Это внутренняя, знаете, как тяжесть. Это понятно, что это пережитый какой-то опыт, но он словно не отпускает, и мы уже и ситуация закончилась, но отпечаток остался, да, или оскомина какая-то осталась. И вот о себе это напоминает, и буквально эти цепи. Вроде бы и нет предпосылок внешних, а вот внутренне мы словно скованы этими цепями. Да, с одной стороны, мы не хотим повторить какой-то опыт, который точно мы туда идти не желаем, но и в то же время, если мы ограничиваем себя, то ограничиваем себя еще и в возможностях. Поэтому вот, может быть, не должно в вас преобладать каких-то сомнений. Вот уделите, по крайней мере, внимание, особенно для тех, у кого действительно есть какая-то, ну, такая, знаете, серединка на половинку ситуация. Себя беречь нужно всегда, это правда. Но это не значит, что мы не отказываемся от чего-то. А может быть, у кого-то есть ситуация по работе даже, да? Сложилась такая вот напряженная. И вы сейчас словно... Ну, так вот очень собраны, сосредоточены. Чудес уже не ждете. Что будет дальше? Вас уже тут ничем тогда не удивить. С одной стороны, в плане, когда мы более осторожны, это прекрасно. Но, наверное, обжегшись на молоке, не стоит дуть на воду. Вот такой тонкий очень нюанс. Опять же, это внутреннее ощущение, это внутренние цепи по этому пасьянсу. Это не есть, что вас буквально что-то приковало. Скорее, какой-то альтернативный вариант вам и нужно рассматривать. И Уран в Близнецах. А Близнецы – это, как и вы, мои дорогие девы, планета-управитель Меркурий. Но если Меркурий в Близнецах – это быстрая какая-то перестройка, быстрая смена событий. Или пусть даже аналитика, но тоже в каком-то ускоренном темпе. Но в вашем случае Меркурий проявляет все самые лучшие свои качества в плане ну вот оценки ситуации или о том, как вы можете беспристрастно судить по какому-то вопросу, когда вы можете принять окончательное какое-то решение и не ошибиться, вот, кстати. Поэтому, если что-то подобное, как цепи, есть, не мешайте сами себе. Аналитика у вас глубокая, проигрывается по Меркурию в вашем знаке зодиака намного сильнее, нежели в Близнецах. Да вы и сами люди, ну, такие надежные. Люди, которые ценят свое слово, держат свое слово. Может быть, и есть некоторая непримиримость к некоторым событиям, но, видимо, аналитика, опять же, помогает понять, что существует мир внешний. Или мы говорим, да, внешние события, мы на них не влияем. Или что думают люди, мы на это тоже не влияем. Поэтому сами просто себя не мучайте. Ладно, идем дальше. И я смотрю, что у вас еще совпало, пока я не вижу совпадений. Поэтому рассмотрим, какие варианты будут предложены. Варианты деньги у вас совпадают.
приход денег, поступление денег, решение какого-то денежного вопроса, может быть и жилищного. Все же это в конечном итоге наше имущество, движимое, недвижимое, мы тоже к финансам можем свести. Вот есть какая-то, может быть, тема, которую у вас может как раз и получиться решить. Вы где-то сомневаетесь, а совершенно зря. Потому что, ну разве что альтернативные какие-то возможности вам придется применять для того, чтобы решить ваш вопрос. Но варианты, опять же, они есть. Давайте посмотрим, что же у нас еще. Что для вас, мои дорогие девы? Вот, кстати, не могу сказать, что тут какие-то неожиданности к вам приходят. Мы ведь и поворот событий как неожиданности рассматриваем, позицию нашего пасьянса. Да нет, но вы и сами настороже, вот об этом только говорила. Как будто дева чудес уже не ждет. Вы очень рациональны. Но и, в принципе, все те карты, которые нам выпали, они нам так и говорят, буквально в таких же энергиях где-то и продолжай. Но единственное, себя вот не мучить, я бы сказала. Какая-то радость у вас будет. Но правда, какое-то либо согласование важное вы сделаете, проведете. Или ситуация какая-то, ну, как шаг за шагом или с течением времени для вас тоже проясняется, мои дорогие. Смотрю, что у вас еще совпало в нашем пасьянсе, мы можем соединить как крайние ряды по вертикали и по горизонтали. Итак, что у вас еще совпадает? Вот когда мало совпадений, тогда, ну, как спокойное течение жизни. Да, есть такое. И даже если вы словно так вот наготове находитесь из-за этих цепей, карты ведь не говорят, что что-то подобное собирается происходить. Я должна это сказать. Потому что, пожалуй, это единственное, что цепи. У вас не выпадают такие предупредительные карты, как, например, колокол. Да, это иногда то известие, которое, ну, нас заставляет собраться. Мы это не можем изменить, а нам нужно действовать. Нет такого даже в разных плоскостях, в разных проекциях. Эти карты далеки друг от друга, как бы на совпадение, если мы смотрим. То же самое я могу сказать, к примеру, там какие-то мечи, если это какая-то конкретная история, которая касается взаимодействия с конкретным персонажем тоже. Нет, это тоже не совпало. Также не совпал и буквально нож, это символ ссоры. Вот ничего такого не совпало. У вас, это вы вот в таких можете быть, сами себя ограничиваете, как будто мои дорогие любимые девы. А для вашего благополучия деньги и радость. Ну вот как-то так. Подумайте, переложите на вашу жизнь. Я пока с вами говорила и еще раз все пересмотрела. Не вижу, правда, не вижу совпадений, поэтому давайте пойдем с вами дальше. Может быть, как раз в личной жизни прекрасное время. Специально для того, чтобы уделить внимание этой жизни личной для вас в июле, как время возможностей. Ну и пусть даже если есть какой-то грустный, печальный опыт, а мы идем вперед. Хотя этот с учетом выпавшего вот символа денег, кто-то ударится в заработки или в ваше творчество. Ну, давайте мы узнаем личная жизнь, любовь для тех, кто в паре, первая позиция. Для тех, кто в сольном варианте один или одна. И третья позиция для тех, кто в сложных отношениях. Для тех, кто в паре. Ваш союз, звезда. Вы можете планировать своей семьей переезд, вы можете планировать очень много чего, причем на далекий период. Вообще в колоде Таро 2 карты выбора правильного направления. И если я о Солнце часто говорю, приготовьтесь месяцев 6 на 8, а вот это лет на 10-20. Вы действительно можете выбирать какую-то траекторию переезда, вот буквально конкретно, или траекторию вашей занятости, куда вы будете вкладывать свои таланты, раскрывать. А для вас, мои дорогие девы, помните, 2025 год – это не просто год адаптации. А для чего вам нужна эта адаптация? Чтобы вы раскрыли именно свое как талант или выполнили свою миссию. Вы будете, или признание какое-то окончательное, оно придет несколько позже. Но вы сейчас как закладываете очень важный фундамент где-то на далекий период времени. Пусть это связано с планетарными транзитами, мои дорогие девы. Но вы здесь уже можете, и даже карта рекомендует, строй планы на далекую перспективу.
может быть, не столь важен сегодняшний момент, даже если есть какие-то разочарования. Вы входите в тот этап жизни, когда вы пусть определяетесь сейчас или робко делаете в чем-то первые шаги, а это может свидетельствовать каким-то шикарным продолжением или временем, когда начнут сбываться ваши мечты. Если мы говорим о паре, это может быть у кого-то проигрываться по аркану звезда, когда вы и партнер на расстоянии. И может быть это как съехаться, да, или объединиться с семьей, или вы, может быть, будете к вашим взрослым детям собираться в дорогу, или дети, наоборот, будут собираться к вам. Ну вот соединение семьи тоже может быть, но для кого-то это может быть как ваш творческий проект, ваша популярность, рост вашей популярности. И тогда это вы будете сиять как звезда, а партнер будет наблюдать за вами. Здесь все-таки есть ваша миссия по этой карте, когда даже если ведь звезда, она холодная, где-то партнер может загоревать так в уголке, потому что он не получает должную, ну, как по его мнению, дозу внимания или нежности. Вполне вероятно, а вы словно находитесь в другой плоскости. Вы как в иных мирах, и это я тоже предполагаю, потому что что-то очень важное. Я также могу предположить, что в вашей паре вы именно играете первую важную скрипку, куда вы за собой поведете, позовете, туда и ваши домочадцы подтянутся. Они это понимают, вашу силу, вашу мудрость, вашу стабильность. Вы раскрываете все самые свои лучшие качества. Особенно в нашем турбулентном мире, правда? Вряд ли можно найти человека, который вот так надежен, стабилен, который способен, самое главное, преодолевать какие-то преграды. Они есть в жизни каждого из нас. Но кто-то один сидит, горюет до бесконечности, кто-то ищет виноватых, а кто-то, засучив рукава, действует или что-то просчитывает. Давайте немножко все-таки раскроем. Каковы еще энергии? Пятерка жезлов. Ну, наверное, это вы, как я уже говорила, все вот эти планетарные транзиты только можете разобраться в каком-то информационном хаосе. Поэтому для тех, кто в паре, если у вас отношения или у вас уже даже дети, семья, родственники, тут все смотрят именно на вас. Какое решение примете вы? Потому что людям в вашем окружении, в ближайшем, сложно вообще понять, что происходит в конце концов. Поэтому, мои дорогие девы, с одной стороны, эта миссия даже уже заключена в том, что как ваш рационализм, логика и какие-то правильные решения. Вот, может быть, и вы будете разную вот эту информацию, такую разношерстную, разноликую, соединять, объединять, что-то анализировать. Но, правда, ваш интеллект, он вам помогает, не только вам, но и вашим близким. Хочется сказать так, с чем это еще связано. Но, тем не менее, любовь, да, может быть, и есть какой-то выбор. У кого-то, я могу предположить, это выбор, опять же, связанный с перемещением. Может быть, это вы чувствуете себя словно на выборе, когда времени не можете уделить достаточно и партнеру, и есть уже и еще и ваша, как личная стезя, собственно, ваш жизненный путь. И это нельзя оставить без внимания. Вы можете чувствовать, да, или даже иногда вы можете чувствовать такие энергии: я вынужден или вынуждена выбирать между работой и личной жизнью. И тогда карта будет говорить: сепарация – это только иллюзия. Ты не должен выбирать. Дело, вы должны объединить. Может быть, это несколько сложно. Это потребует от вас каких-то жизненных сил и, может быть, даже напряжения. Вот у кого-то эти цепи будут связаны именно с этим. Потому что занятость, какая-то загруженность или вот этот информационный хаос. Мы ведь, ну, даже эмоционально, психологически за целый день можем устать, даже не работая физически. Вот мы можем устать намного сильнее. Это некоторое эмоциональное выгорание, мои дорогие, вы тоже можете чувствовать. Или вы также можете чувствовать свою меру ответственности, потому что по пятерке жезлов проходят те люди, которые никак не могут определиться. Так вот и ваше окружение, оно тоже может где-то вам приносить разного рода информацию. Вам, как знаете, сорока на хвосте принесла. Кто-то из ваших домочадцев услышал и вам принес это, потому что
Люди знают, что вы сейчас все разложите по местам. Вы сейчас то, что не нужно, зерна отклеил, вы быстро отличите. Но для вас это тоже некоторая эмоциональная нагрузка, а вам хочется где-то покоя, уединения, чтобы никто, вот в Беларуси говорят, чтобы никто не чапал. Ну вот где-то так. Но помните, миссия, она должна быть выполнена. Для тех, кто один или одна. Посмотрите, какая шикарная карта. Да, тут какая-то ваша задумка, тема. И неважно, в каких вы отношениях, это точно, я уже вижу, она должна быть продолжена. По девятке кубков отчасти, пусть не в этой, кстати, колоде, карта эгоиста, у вас, посмотрите, 3 старших аркана выпало. Какой-то знаковый период у вас. Июля будет, это точно. И пусть это даже ничего не происходит, да, ну так это очень хорошо, никто не мешает. Ну, наверное, это основной посыл карты вам хотят сказать. Но тем не менее, ведь это, тем не менее, карта изобилия, процветания возможностей, мои дорогие девы. И это у кого-то как и достижение, возможность заработать буквально деньги или раскрыть для себя новые палитры творчества или направления по заработкам, или дополнительный доход. Ну, темы денег, хоть у нас и кубки нет. Здесь эта карта, она больше говорит о материальных достижениях. По сути дела, это благополучие в квадрате, когда мы понимаем, что у нас сейчас надежная, сильная позиция. И мы не направлены на то, чтобы что-то растиражировать. Наоборот, сохранить себя. Вот для тех, кто один или одна, может казаться девятка кубков, да, карта любви вроде бы 9. Но я должна сказать, 9 это всегда еще нам говорит, что ситуация в последующем изменится. Это касается внешних каких-то событий, может быть, поэтому вы тоже где-то чувствуете. Или недавно закончилась какая-то непонятная тоже ситуация для вас, или близится уже к завершению, вы так можете это ощущать. Поэтому, ну что тут, какой тут риск? Куда тут за что-то новое браться или кому-то особо доверять? Вы дело верите себе самим. Все. В этом как альфа и омега, начало и конец. Ну вот и для тех, кто в паре, ваши близкие, они точно так же разделяют ваше мнение. Вот я так вижу. И для кого-то из вас, для тех, кто один или одна, просто есть риск. С одной стороны, это ведь ваша, по сути, сила. Это ваши возможности. Но решаете вы, хотите вы строить какие-то отношения или нет. По этой карте вот эти энергии, когда у меня сейчас вот как-то все стабилизируется. В принципе, у меня сейчас все есть. И я этим доволен или довольна. И тут я не хочу вносить какую-то абракадабру и сумятицу в свою жизнь. Я больше хочу уверенности, порядка и определенности. Вот у вас могут быть такие энергии. Если вы захотите, почему нет? Всегда есть возможность познакомиться, да, какие-то радости к вам приходят. Может быть, и новые люди входят в ваш круг общения. Может быть, я это тоже допускаю. Но вы тут немножко сами по себе. Эта карта, хоть и девятка кубков, но она больше говорит о самодостаточности. Тут если и партнер, то вам партнер нужен, вам подстать, мои дорогие. Для тех, кто в сложных отношениях, вот даже ничего не хочется говорить, правда? Еще один старший аркан. Смотрите, мы достали 5 карт. 4 это старшие арканы. И я говорила по аркану звезда. Есть только 2 карты в колодах Таро. Это карта как бы на 6-8 месяцев, да, ближайший выбор направления, то те вопросы, которыми вы будете заниматься вот в ближайшее время, до конца года, может быть. Но я еще и допускаю на пару-тройку месяцев в 2026 вы, правда, с чем-то определяетесь. Но эти начинания, они еще как-то могут с вами на длительный период перекликаться. Вы что-то пытаетесь соединить, сопоставить, сложить какие-то пазлы. Вы видите перспективы, или, мои дорогие девы, вы чувствуете. Иногда по аркану звезда интуиция проходит, она словно работает на полное восприятие того, что вокруг происходит, и мы можем понимать и где-то представлять, а надо же, вот я прежде о чем-то подобном думал или думала, и теперь это все складывается ровно в тот узор, который я когда-то предполагал, но сам себе не верил. Вот такое может быть. И здесь о большем самодоверии и, соответственно,
сразу же большей, знаете, самодостаточности, рост самодостаточности. Или вот ваша миссия, что ты тут скажешь, благополучие. Но не забывайте, что у вас все-таки влюбленные. И в этой колоде нам говорят о любви, о жизни в паре. Но кто-то из вас, для тех, кто, как и в личной жизни, для тех, кто один или одна, может поставить это на паузу или сказать: нет, у меня сначала другие вопросы. Ну, по крайней мере, я трактую те карты, которые выпали. И точно то же самое для тех, кто в сложных вопросах. Вам не интересны какие-то внутренние коллизии даже того человека, с кем у вас произошла ссора. Или если это касается какая-то, знаете, как качелеобразная ситуация. Вас на этих качелях пытаются покатать. Да не получится. Вы тут сами по себе. Вы настолько ресурсны, мои дорогие девы, что вы ни за что не будете игрушкой в чьих-то руках. Может быть, вам и приходится решать какую-то многоходовочку. У вас два серьезных аркана, опять же, которые именно на направление. Тут что-то важное решается. И все остальное вы можете так немножко оставлять на потом. И не значит, что вы кому-то тут будете доказывать. Вы просто видите вещи такими, какие они есть. Но если и есть какие-то сомнения, доверяйте себе. У вас, правда, сильная позиция. Ну вот 3 старших аркана. Здесь не совсем про любовь. Про, может быть, про нежность, про чувства, про ласку. Да нет. Тут даже мне и сказать нечего. Но все то, что вам выпало, олицетворяет очень важный и серьезный период вашей жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы. Я благодарю вас за ваши комментарии. Благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной и будьте счастливы. Будьте любимы всегда.